Это не мы. Режим учится у союзника и отрицает удар по соседям. Обстрел стран НАТО стал регулярным. Никакой пощады. Названы сроки завершения операции США против Ирана. Убийство известного генерала. Спецоперация пошла не по плану. Рекорд превратился в тенденцию. Важный перелом в войне России против Украины. Заявление главнокомандующего. Предательство в верхах. Соратники режима бегут с должностей и просят убежище в Европе. Досмотрите. Стена дронов рассыпалась до постройки. На восточном фланге НАТО встречать Путина придется с голыми руками. В Европе запахло новым вооруженным конфликтом. Кандидат в члены ЕС собирается воевать со страной Евросоюза. Украинский беспилотник атаковал Беларусь. Есть пострадавшая. Лукашенко отреагировал. Об этих и других событиях к утру субботы, 14 марта. Самые важные и срочные новости в эфире «Нехта». Украина, Россия, Беларусь и мир. Быстро, четко, по делу. Иранский режим продолжает бить по соседям и, в частности, дергать за усы самого сильного из них. В воздушное пространство Турции третий раз за 10 дней ворвалась баллистическая ракета. И снова силы ПВО НАТО, развернутые в Восточном Средиземноморье, успешно нейтрализовали угрозу. Это не мы. Так отреагировал на новость представитель Тегерана. Мы уважаем национальный суверенитет Турции. В связи с этим наши вооруженные силы, Генштаб и МИД ранее выступили с заявлением, отрицающим обстрелы Турции ракетами или боеприпасами. Для урегулирования ситуации и разрешения разногласий мы предложили создать техническую группу для более тщательного изучения произошедшего, потому что у нас тоже остается вопрос, как это могло произойти. Посол добавил, что эти действия могли быть совершены третьими лицами, и усилия этих третьих лиц направлены на нанесение вреда дружественным и братским отношениям между Ираном и Турцией. Правда, у Анкары сомнений в происхождении ракеты нет. По сообщению Министерства обороны Турции, она была запущена с территории Ирана, как и две предыдущие. Интересно, а зачем иранские власти провоцируют страну, обладающую второй по численности армией в НАТО? Сколько еще продлится операция на Ближнем Востоке? По информации Axios, Трамп не может определиться с целями войны в Иране и сроками ее завершения. Администрация президента, по данным издания, разделена на несколько фракций. Экономические советники предупреждают о росте цен на топливо и его возможных политических последствиях, а ястребы настаивают на продолжении давления на Иран. Собеседники Axios утверждают, что хозяин Белого дома будет продолжать военные действия еще 3-4 недели, пока не ослабит корпус стражей исламской революции, чтобы создать условия для внутреннего восстания в Иране. Правда, по заявлениям представителей Пентагона, о какой-то нерешительности речи не идет. Мы будем продолжать давить, мы будем продолжать наступать, продолжать двигаться. Никакой пощады, никакой милости нашим врагам. Отдельно Пит Хексет прошелся по новому аятолле. Руководство Ирана находится не в лучшем положении. В отчаянии и в укрытии они спрятались, дрожа от страха. Так поступают крысы. Мы знаем, что новый, так называемый, не совсем верховный лидер ранен и, вероятно, изуродован. Тем временем в Украине сорвана дерзкая операция российских спецслужб. СБУ предотвратила покушение на известного генерала. Убийство командира 3-го армейского корпуса Андрея Белецкого помогал готовить крот в рядах ВСУ. Завербованный Москвой, агент использовал свой доступ к служебной информации и пытался получить данные от коллег. За результатами дій на випередження затримано російського агента, який готував прицільний ракетно-бомбовий удар по локації українського генерала у зоні бойових дій. Спецоперация завершилась задержанием фигуранта на территории гарнизона. У него изъяли смартфон, использовавшийся для связи с российскими спецслужбами. Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества по статье «Государственная измена».
Цены на нефть, хотя и упали с максимальных значений начала недели, остаются в районе $100 за баррель. Но прогнозы становятся все более тревожными. Как пишет The Wall Street Journal, банк Goldman Sachs прогнозирует возможное повышение цен до $145 за баррель в марте-апреле. Австралийский банк Macquarie не исключает цены даже выше $150, если закрытие Ормузского пролива затянется. Если ситуация с поставками будет продолжаться дольше, аналитики предполагают, что цены могут достичь $200 за баррель. Ожидается, что последствия для цен будут сохраняться до конца года. Цепочки поставок не восстановятся быстро, и это продолжит поддерживать высокие цены на нефть, предупреждают эксперты. Российская армия продолжает бить по гражданскому транспорту в Украине. В Харьковской области ракета «Искандер-М» ударила рядом с рейсовым автобусом. Атака произошла в районе села Новая Александровка Купинского района. В результате погибли 3 человека, включая водителя автобуса и 2 пассажиров. Еще 4 человека получили ранения. Повреждены автобусы, частные дома. А вот воевать не с мирным населением, а с ВСУ у агрессоров получается все хуже и хуже. Недавний рекорд превратился в устойчивую тенденцию. Потери России на поле боя в войне с Украиной уже 3 месяца подряд превышают количество новобранцев. Об этом написал в соцсетях Александр Сырский. Вместе с тем главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что, несмотря на значительные потери, Кремль не собирается прекращать наступательные действия. Сырский добавил, что ситуация на фронте остается сложной, и потребности в военной технике и вооружении остаются актуальными для страны. Есть признаки раскола режима Аятолл. Сразу несколько иранских дипломатов за рубежом отказались от своих должностей и подали просьбы о предоставлении убежища. Это произошло после того, как они решили не возвращаться на родину, а попросили защиту у стран, где находились. Как сообщает оппозиционный ресурс Iran International, своими запросами на убежище отметились, например, сотрудник посольства в Копенгагене Алиреза Сохбати и дипломат в Канберре Мохаммад Пурнаджав. Несколько похожих случаев произошли еще до начала военной операции. Еще в феврале с просьбой об убежище к властям Австрии обратился временный поверенный в этой стране Галаремза Дарикванджа. А в Женеве еще в январе сбежал от Аятолл сотрудник постоянного представительства Ирана при ООН Алиреза Джейрани Хакмабад. Владимир Зеленский продолжает европейское турне. После визита в Румынию президент Украины прибыл во Францию. Хозяин встречи Эммануэль Макрон сделал важное заявление. Сегодня Россия может полагать, что война в Иране даст ей передышку. Она ошибается. Макрон подчеркнул, что контекст роста цен на нефть не приведет к ослаблению санкционной политики в отношении Кремля. Также странно видеть, как Россия призывает к прекращению огня на Ближнем Востоке, когда она уже более года упорно отказывается от любого прекращения огня для Украины, которое неоднократно предлагали президент Трамп и другие. Правда, гость не был так оптимистичен. Владимир Зеленский отметил, что только снятие Вашингтоном ограничений на продажу российской нефти может принести Кремлю около $10 миллиардов. Это точно не помогает миру, добавил Зеленский. А пока Украина сдерживает российскую агрессию, в одной из ключевых стран Европы и НАТО разгорелась политическая война. Президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на правительственный законопроект об участии Польши в программе ЕС Сейф. В рамках этого проекта страна должна была получить от Евросоюза 44 миллиарда евро на перевооружение. Я никогда не подпишу законодательство, подрывающее наш суверенитет, независимость или нашу экономическую и военную безопасность. Навроцкий считает, что европейский кредит, выданный под 3% годовых, чересчур дорогое удовольствие. Правда, несколькими годами ранее, когда политические союзники нынешнего президента из ныне оппозиционной партии «Закон и справедливость» еще формировали правительство, они брали кредит на закупку корейского оружия под 6%. Wszędzie w Europie zastanawiają się, co się stało, jak to jest możliwe. Везде в Европе задаются вопросом, что случилось, как это возможно. Только в российских газетах есть полное понимание президентского вето. Я не буду ничего здесь намекать, но факты абсолютно разрушительны для репутации польского президента.
Соратники премьера по нынешней правительственной коалиции дали более жесткие оценки, называя вето национальным предательством. Дональд Туск анонсировал работу над неким планом «Б», который поможет обойти решение президента. А тем временем в другом регионе Европы запахло не политической, а настоящей войной. Сербия закупила баллистические ракеты у Пекина, переоборудовав под них свои самолеты МиГ-29. Президент Александр Вучич подтвердил, что его страна стала первым европейским оператором китайских ракет. Мы делаем все это, чтобы защитить себя. Мало того, лидер Сербии, которая с 2012 года является официальным кандидатом в члены ЕС, откровенно рассказал, что это оружие ему нужно для войны с членом Евросоюза Хорватией. Но не только с ней, а и с другими соседями Албанией и Косово. Но нападать собираются, конечно же, они, а не Сербия. Они ждут момента в будущем, когда разразится большой конфликт в Европе и России и на Ближнем Востоке. Где-то мы уже слышали похожую риторику. Ракеты СМ-400 АКГ могут нести боеголовки до 200 килограммов и поражать цели на расстоянии до 400 километров. Хорватия уже раскритиковала закупку, назвав ее угрозой региональной безопасности и началом гонки вооружений на Балканах. Сербия в последние годы значительно увеличила свои военные расходы, обогнав другие страны региона. Война с нефтяными доходами Кремля вышла на качественно новый уровень. Компания Совкомфлот, крупнейший оператор российского танкерного флота, завершила 2025 год с убытком в $648 миллионов, что полностью перекрыло прибыль прошлого года. Основной причиной ухудшения финансовых показателей стали международные санкции, из-за которых десятки судов Совкомфлота попали в черные списки. Санкции также привели к простоям судов, росту расходов на страхование и логистику, а также снижению загрузки флота. К началу текущего года около 600 российских танкеров были под санкциями США, ЕС и Великобритании. При этом, несмотря на санкции, часть судов продолжает работать через альтернативные логистические схемы. Эксперты предупреждают, что главный риск для Совкомфлота впереди. Это возможное расширение санкций и ограничение доступа к страхованию и портовой инфраструктуре. Украинский беспилотник упал на территории Беларуси, причем в результате инцидента есть пострадавшие. Об этом заявил Александр Лукашенко. Беспилотник упал, ранили нашу женщину. Начали разбираться, украинский. Причем диктатор утверждает, что подобное происходит не впервые. После известия о том, что Международный уголовный суд в Гааге завел дело и на его режим, Лукашенко направился на ферму. Тут среди коров и министров диктатор много рассуждал не только об украинских дронах, но и о войне на Ближнем Востоке, о возможном использовании орешника. А чтобы не бахнул орешник, вы к нам не лезьте. Ни с Украины, ни с Польши, ни с Литвы, ни с Латвии. Интересно только, что больше вдохновило крепкого хозяйственника на длинную лекцию о геополитике. Сообщение из Гааги или аромат навоза. Александр Григорьевич, мы знаем, что у вас есть ферма, так? И мы хотели бы вам подарить... Бычка? Нет, телочку, нетель. Тебя как зовут, красавица? Какие два мощных удара нанесены по теневому флоту России? От кого из генералов избавился Кремль? Что на самом деле стало с лидером страны, которого похоронили вражеские СМИ? И куда собрался уходить Токаев после референдума? Об этом мы рассказывали в прошлом выпуске. Посмотрите, если еще не видели. Увидимся уже вечером.